Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. То, как Чангук откидывается назад, чтобы смотреть на Тэхёна, такой влюбленныш. Девятое место. Знал ли Чангук, что шоу идет в прямом эфире, и что камера включена, и он так пялился на Ким Тэхёна? Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Друзья или нечто большее». Армейские будни Чангука и Тэхёна и аргументы против просто дружбы. Армия разлучит или раскроет? Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Чангук и Тэхён за кадром. Седьмое место. Просто Чангук не может не прикасаться к Тэхёну. Шестое место. Поведение пары. Такой прекрасный момент. То, как они смотрят друг на друга. И торт-сюрприз от Тэхёна. Так мило. Когда ты сходишь с ума по Тэхёну, но твой соперник — это Чангук. Пятое место. Но Чангук заценил. Четвертое место. Забота.
У Чонгука болела нога, посмотрите, как тогда Тэхён поддерживал его. Третье место. Новости. Судя по рассказу фанатки, она встретила Тэхёна в Моуза. Это ресторан высокой кухни от шефа Ан Сон Дже в районе Янсан, который имеет 3 звезды Мишлен, а средний чек составляет примерно 100 тысяч вон на человека. Предположительно, он был на дружеской встрече с Аю. Кто знает, вдруг нас ждет еще одна совместная работа. Посмотрите на эту сладкую булочку. Джин упомянул Тэхёна и Чонгука, порекомендовав их на роль своих преемников в качестве гостей шоу «Красивые парни». Во время записи эпизода Джин выразил свою особую привязанность, сказав: «Когда я наблюдаю за составом участников шоу, они кажутся мне настоящей командой». Концепция программы подходит Чонгуку. Он любит покушать, а Тэхён хорошо впишется в атмосферу команды. Правильно, Чонгук ест, а Тэхён выбирает места, где ему кушать. Одна из важных составляющих – чувствовать себя нужным. Когда не только приносишь пользу кому-либо и где-либо, но и когда нужен просто так. Просто побыть рядом, поговорить ни о чем или вместе помолчать. Когда ты нужен, потому что это ты. Фотосессии Тэхёна доказывают, что он был рожден для подиума. Тэхён известен не только своим выразительным глубоким голосом, но и безупречным чувством моды и великолепными визуальными образами. Корейские СМИ дали Тэхёну прозвище «Сиги», что означает «компьютерная графика», из-за его безупречных и почти идеальных визуальных образов. Он считается одним из самых красивых мужчин в мире и неоднократно был признан самым красивым мужчиной в мире. Ну что за котеночек? Черты, которые характеризуют харизму Тэхёна – многогранность. Тэхён способен адаптироваться к любому стилю и привнести в него что-то свое, уникальное и неповторимое. Он талантлив в разных жанрах – джаз и соул, баллады, поп-музыка. Честность. Тэхён не делает наигранных выражений лица для камеры, остается самим собой как перед камерой, так и за ее пределами. Искренность и наивность. Например, в том, как он реагирует на внимание или его отсутствие со стороны фанатов. Умение расположить к себе. После первого же выступления количество поклонниц Тэхёна стало больше, чем у других участников группы. Непринужденность в общении. Тэхён очень непринужденный в общении, не ждет от людей подвоха. Теплота к поклонникам.
На фан-встречах и мероприятиях Тэхён демонстрирует особую теплоту к каждому поклоннику, старается, чтобы каждый чувствовал себя замеченным. Только он и его большие глазки, простив всего мира. Хайп ожидает рекордных доходов благодаря альбомам и турам BTS. 12 мая Hyundai Motor Securities сообщила, что ожидается резкое увеличение активности группы BTS со второго квартала этого года, что приведет к быстрому улучшению общей прибыльности компании Hype. В связи с этим целевая цена акций была повышена с 310 тысяч вон до 350 тысяч вон, инвестиционная рекомендация покупать. Ким Хьян Йон, аналитик этой брокерской компании, отметил, во втором квартале запланированы мировой тур Хасока и альбом Джина, а в третьем квартале мировой тур Джина. Ожидается также выпуск физического альбома Хасока в июне или в июле. Доля выручки от BTS, достигшая уровня в 15% в прошлом году, вырастет до 34% в этом году и до 48% в следующем. Операционная маржа Hype вырастет с 9% в этом году до 12% в следующем. Возвращение BTS в полном составе предполагает выпуск альбома в 4 квартале и мировой тур в следующем году. Ожидается, что масштаб тура составит от минимум 4 миллионов зрителей, 70 концертов, до максимум 6 миллионов зрителей, более 100 концертов. Ким Хьян Йон оценил это как уровень, соответствующий топ-3 глобальных артистов. Аналитик также отметил положительную динамику у других групп Hype. Seventeen. После выступлений на Lollapalooza Берлин в Европе в прошлом году и на Pell Nord в Латинской Америке в этом году, группа стабильно накапливает опыт на западном рынке. Мы ожидаем, что они войдут в стадионы США уже в этом или следующем году. Энхипен. Группа получила высокую оценку за свое выступление на Coachella в прошлом месяце. Чангуком можно любоваться бесконечно, чем бы он ни занимался. Актриса Шин Се-гён появится в новом клипе Джина «Don't Say You Love Me». Различные сообщения СМИ подтвердили, что актриса Шин Се-гён появится в музыкальном клипе Джина на песню «Don't Say You Love Me», заглавный трек его предстоящего второго сольного альбома «Echo». Недавно Джин представил тизеры музыкального видео для заглавного трека на официальных аккаунтах группы в социальных сетях. На постерах были изображены силуэты двух влюбленных, а фразы на фото намекают на расстояние между ними и сцену некогда яркого совместного момента. «Don't Say You Love Me» — поп-трек, характеризующийся простым звучанием и сдержанной композицией, создающий меланхоличную атмосферу. Джин передает сложные эмоции любви, которая одновременно является и утешением, и источником боли, своим спокойным, выразительным голосом. В музыкальном клипе, снятом в драматическом формате, актриса Шин Се-гён исполнит главную женскую роль. Между тем, «Echo», релиз которого состоится 16 мая, это альбом, показывающий, как различные моменты в жизни разлетаются, подобно разным видам эха. Альбом будет включать 7 треков в разных жанрах, включая заглавную песню «Don't Say You Love Me».
Сексуальность – это Чангук. Сексуальность – это не обнаженное тело и ни в коем случае не одежда. Это свобода, искусство, это глаза, бешеная уверенность с привкусом жесткой гордости, мужественность, грубость, звериный инстинкт, позиция, через которую не перешагнуть. Но я не могу молчать об этом Тэхёне. От влюбленных Тэйкук исходит особая энергия, приятная и притягивающая внимание. Как мне, так на них хочется смотреть подольше, вызывает тепло и улыбку. Любовь и нежность – это всегда великолепно. Влюбленные и на виду, и в то же время в своем невидимом коконе, где есть только двое. Интересный факт. В день выступления BTS с этой песней в Южной Корее разразился крупный политический скандал вокруг президента страны Пак Кын Хе. Стало известно, что она прибегала не раз к услугам лидера религиозного культа, который ей не раз советовал по политическим вопросам. Выступление BTS с песней «Am I Wrong» сегодня стало центром обсуждений нетизенов. А все из-за смысловой нагрузки лирики текста. Слова песни несут в себе определенную критику современного общества. Если ты ничего не чувствуешь, смотря новости, ты ненормальный. Группу обвиняют в том, что они специально выбрали именно «Am I Wrong» для музыкального шоу в такой день, якобы бросая вызов политическому скандалу. Его драгоценная улыбка. Песни 3D и Standing Next to You Чангука признаны самыми исполняемыми песнями года на церемонии вручения премии в Mirror Awards 2025. Осталось всего несколько недель до возвращения внезапных уведомлений о эфирах на наши экраны. Чангук и его поклонники были особо упомянуты в недавней статье Национального информационного агентства Монголии.
на этот раз в контексте мировой культуры и туризма. В рамках пресс-тура, организованного Министерством культуры Южной Кореи, журналисты из 5 стран посетили знаменитый Skywalk – мост, смотровая площадка, в Пусане, который отреставрирован благодаря китайским фанатам Чангука. Это был знаковый момент в статье. Яркий пример того, как он и его глобальный фандом продолжают оставлять ощутимый след. Объятие – молчаливый способ сказать «ты для меня важен». И вот я молча говорю тебе, как много ты для меня значишь с помощью теплых, ласковых объятий. Тэхён – это культурный феномен. Недавно на главной странице японского издания Line News была опубликована статья под названием «Ви – самый влиятельный человек в мире». Line News – крупнейшая в Японии мобильная новостная платформа. Сервисом Line News пользуются 77 миллионов человек, и он занимает значительную долю рынка. Они могли бы рекламировать суперклей. Обожаю такой цвет волос Тэхёна. Если в руках Чангука окажется камера, то большинство видеокадров будет с Тэхёном. Если Тэхён будет сольно петь, слегка волнуясь, то Чангук будет самым поддерживающим его фанатом. Если любовь, то только такая. Попробуй ему отказать, Чангук. Комфортный Тэхён. Такая красивая любовь. Субин спросил, а у тебя есть любимый участник? Ким Джи Хун, актер, ответил, для меня Чангук на 100%, он просто очень хорош. Лично меня больше всего расстраивает то, что он объединился с Ашером и полностью разгромил всех, но потом ушел в армию.
Если бы он не пошел в армию, клянусь, он мог бы выступить на шоу в перерыве Суперкубка. Вот о чем я действительно жалею, серьезно. Когда вышла эта песня, ого, черт, с самого первого сольного выступления все было так гладко, так хорошо, а хореография была бах-бах-бах. Хит за хитом, эта песня просто потрясающая. Их бойфрендские приоритеты, все вкусняшки в первую очередь для него. Купил себе, купил и ему. Всегда стремится быть с ним рядом, заботиться о его внешнем виде. Придавать ему сил, избавляя от страхов. Вдохновляться им, облегчать любую боль. Скучать и звонить из любой точки мира. Восхищаться его качествами. Следить за тем, чтобы он был сыт и доволен. Интересненькое о герое. He-Man на футболке Тэхёна с надписью «Ты вообще поднимаешь тяжести, бро». He-Man – гей-икона. Вымышленный супергерой из франшизы Masters of the Universe от Mattel часто вызывал квир-интерпретации и обсуждения по поводу его статуса гей-иконы. С момента своего создания He-Man стал гей-иконой и собрал последователей ЛГБТ, особенно среди геев. Персонаж также был отмечен за свою сексуальную привлекательность, часто привлекал внимание своим предполагаемым гомоэротизмом, а критики признали гей-подтекст, окружающий его персонажа. Ну кто бы сомневался, Ким Тэхён. И ни одного лишнего миллиметра между ними, понятно? Слишком много совпадений. Тэхён так сильно хотел мороженку. Бэк-вокалистка, которая участвовала в съемках для Tiny Desk, рассказала о своих впечатлениях от Тэхёна. Он зашел и посмотрел на нас. В тот момент я подумала: «О боже, отвернись. Не смотри, не смотри». Я не хотела, чтобы Стаффу показалось, словно я пытаюсь ему улыбаться, поэтому поздоровалась и решила: «Окей, давай вести себя профессионально, просто буду смотреть в другую сторону». Но он продолжал на нас смотреть, рассматривая одного за другим, и просто улыбаясь, сказал: «Вы все такие красивые». Безусловно, мы выглядели хорошо, этого не отнять. У мужчины явно есть вкус. Затем он прошел в центр сцены, все остальные смотрели на зрителей, а Тэхён — единственный, кто повернулся к нам. Он был единственным. Это мой человек. Я скучаю по нему. Тэхён про актерство на шоу «Палет». Вопрос: у тебя есть какие-нибудь планы по поводу актерской карьеры в будущем? Ответ: да, есть. В жанре триллер. Ты знаешь сериал на Netflix под названием The End of the Fucking World? Мое мнение об актерстве
полностью изменилось после того, как я его посмотрел. Когда меня спрашивают, какую роль хотел бы сыграть, я отвечаю, что главного героя из этого фильма. Второе место. Это так интимно. Как же я обожаю видео, где Тэхён залипает на Чангука. Тэхён – причина искренней улыбки Чангука. Первое место. Чангук, родной наш, ты так влюблен в Тэхёна. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.